Приветствую, мои дорогие! Сегодня, значит, мы за 40 минут всю физику 8 класс, основные темы пройдем и даже порешаем задачи. Кстати, задачи я большую часть брала с ФИПИ, то есть они могут попасться вам в экзамене. Не будет единственное магнитных явлений. С магнитом мы не порешаем. Или оптики. Оптика не будет, оптика будет отдельный видос. Конспект будет сразу вот там в Телеграме. Можете зайти, взять там по ссылке в описании. Пользуйтесь моей писаниной. Что за тепловые явления такие? В общем, дело в том, что у нас есть такая величина, как энергия. Вот что такое энергия? Энергия — это как деньги, да, или какая-то валюта, которую ты можешь на что-то потратить. То есть, если у тебя есть деньги, ты можешь пойти там сделать массаж себе, да, там пойти новые кроссовки купить, сумку и так далее. Также с энергией. То есть, если есть какая-то энергия, то ты можешь там лед превратить в воду, да, там вскипятить водичку, можешь там еще куда-то допустить эту энергию. То есть, это как валюта для процессов некоторых. Мы будем работать с тепловым явлением, то есть у нас будет количество теплоты. Это тоже энергия, ребята, что обозначается Q, измеряется у нас в джоулях. То есть, грубо говоря, смотри, если у нас какой-то процесс тепловой происходит, ну, допустим, нам надо вскипятить воду, да, то есть нагреть воду от 0 до 100 градусов, и тебе надо какое-то количество энергии затратить на то, чтобы нагреть воду до 100 градусов. То есть, как будто бы, да, переводим, тебе надо заплатить сколько-то, чтобы нагреть эту воду. Вот платить ты будешь вот этой энергией. По факту у нас сейчас будут тепловые процессы, и мы будем смотреть, а где сколько платить, да, какие тарифы у нас. Мы подводим тепло, мы увеличиваем энергию тела. То есть если я нагреваю лед, я нагреваю воду, я увеличиваю температуру, увеличивается скорость движения частиц, увеличивается, соответственно, энергия. То есть с увеличением температуры все у нас увеличивается. Потом, если мы наоборот, у нас тело отдает свою энергию, да, то есть оно остывает, например, тогда энергия уменьшается, внутренняя энергия уменьшается, скорость движения частиц тоже будет уменьшаться. Окей, давай посмотрим на графики. Попытаемся сначала построить график, а потом, соответственно, посмотрим на нормальный график. Смотри, значит, какие там есть тепловые процессы. Сначала вот у нас лед есть, он холодный, да, холодный лед при какой-то отрицательной температуре. Нам его надо что сделать? Нам его надо нагреть, правильно? Нагреть до какой-то температуры, когда начнется процесс плавления. То есть вот это будет процесс плавления. Температура не изменяется при процессе плавления. То есть у нас вся вот эта энергия, до этого энергия шла на увеличение температуры, теперь энергия идет на изменение кристаллической решетки. То есть был лед, а тут меняется сама структура, и энергия идет на изменение этой структуры. Потом, окей, значит, все у нас это произошло, потом мы опять нагреваем воду, да, до 100 градусов, до определенной температуры, до температуры кипения. Потом идет парообразование, потом у нас уже идет нагревание вот этого пара. То есть еще разок, смотри, здесь, значит, лед, здесь лед при какой-то отрицательной температуре. Потом у нас вот здесь будет все еще лед, но при температуре плавления, в нашем случае 0 градусов. Потом вот здесь уже, вот на этой горизонтальной, вот тут, например, это еще будет 50 на 50, то есть лед жидкость, твердая, жидкая. 50 на 50 напишу. Да, то есть лед будет, ну, вот как вот тут вот. Вот такой вот ледик, и там еще водичка. Соответственно, вот здесь, вот в этой точке, это уже вода. Вода и опять-таки 0 градусов Цельсия, то есть холодная водичка. Дальше начинается процесс нагревания. Здесь еще все еще вода, да, но при 100 градусах, вот эти вот 100 градусов, это температура кипения воды. Потом процесс, значит, парообразования, и здесь уже пар при 100 градусах. Ну и, соответственно, здесь просто пар при какой-то там уже температуре более высокой. Потом давай посмотрим на графики более симпатичные. Смотри, значит, опять, что у нас вообще происходит? Еще разочек. Нагреваем сначала тело, потом идет процесс плавления. Когда изменяется состояние тела, да, изменяется агрегатное состояние, у нас не происходит изменение температуры, потому что вся энергия идет, опять-таки, на изменение структуры. Значит, сначала мы нагреваем, потом плавим, идет фазовый переход, потом мы опять нагреваем, потом у нас происходит фазовый переход, то есть парообразование, температура не изменяется. Смотри, видишь? Она одинаковая, температура одинаковая. Окей, и, соответственно, нагревание. Дальше мы опять нагреваем уже пар. То есть, допустим, отмечаю любую точку, вот здесь, например. Здесь у нас процесс конденсации еще не закончен. Конденсация – это из газа переход в жидкое состояние. То есть здесь половина еще в состоянии пара, в газообразном состоянии, половина уже жидкость. Вот здесь, да, допустим, вот здесь уже у нас жидкость, вот здесь у нас будет просто более холодная жидкость, да, чем в этой точке. То есть если бы у нас было А, Б, да, то мы бы что сказали? Мы бы сказали, что здесь в жидком состоянии находится вещество, но в точке Б уже температура меньше. Опять кристаллизация – это процесс перехода из жидкого в кристалл. Кристаллизация – кристалл, то есть образование кристаллов. Окей, и, значит, соответственно, есть формулы. Формулы есть для каждого процесса, их нужно, конечно же, запомнить. То есть, смотри, сколько нужно, да, наших денег, нашей валюты для того, чтобы нагреть. И вот мы считаем вот по этой формуле. CM дельта T. Что такое дельта T? Вот это дельта T – это изменение температуры. Допустим, если у тебя идет нагревание, то есть это будет конечное минус начальное. Изменение температуры. На сколько градусов изменилось. Хорошо. Значит, дальше у нас есть параметр вот этот вот C, вот эта буковка C. Что она такое показывает? Смотри, на единицу джоули на килограмм
на градус. Что показывает С? С показывает, сколько теплоты необходимо телу для того, чтобы нагреть это вещество массой 1 кг на 1 градус. То есть, чтобы, допустим, беру я там, я не знаю, вот помада моя, мерзкая помада, да, цвет, извините, но блеск не нравится, золотая это тут помада моя. То есть, сколько мне необходимо теплоты для того, чтобы нагреть это вещество массой 1 кг на 1 градус. Соответственно, по единицам измерения можно уже давать определение. С зависит от самого вещества. То есть С у дерева одно удельная теплоемкость, удельная теплоемкость там у дерева другое, у пластика другое, у металла, соответственно, другое. М это, как обычно, масса, дельта Т, я уже сказала, это изменение температуры. Дальше у нас есть такая лямбда. Смотри, процесс плавления или кристаллизация. Вот это лямбда, это тоже постоянное вещество, постоянная величина, значит, это удельная теплота чего? Плавление. Процесс плавления, значит, удельная теплота плавления. Там. Ну, или кристаллизация, это одна и та же буква, если что. Она у нас в джоулях на килограмм. Да, лямбда в джоулях на килограмм. Почему? Посмотри. Потому что опять идет плавление, да, плавление либо кристаллизация, и нет изменения температуры. И в самой величине нету никакой температуры, нету там градусов. Дальше. Удельная теплота парообразования, это большая L, тоже джоули на килограмм. Тоже у нас нету, соответственно, изменения температуры, поэтому температуры нет в единицах измерения. И есть еще удельная теплота сгорания топлива, да, вот это вот Q малое. Это то есть какое количество теплоты будет выделено, если мы будем сжигать там 1 килограмм дров, да, например, спирта. И вот эта вот удельная теплота сгорания спирта показывает, какое количество теплоты будет выделено при сгорании 1 килограмма спирта. Вот это маленькая Q, это тоже табличная величина. Вот эти вот все удельные, они все постоянные величины, то есть их смотрят в таблице. Посмотрим еще разочек на всю, значит, вот эту вот... кусочек графика, да, то есть смотри, у нас здесь идет нагревание мы считаем Cm дельта T, смотри, есть изменение температуры, да, и в формуле есть изменение температуры. Дальше, здесь идет процесс, ну, здесь написано кристаллизация, но это плавление. Идет процесс плавления, не изменяется температура, здесь у нас нет никакой температуры, просто лямбда m, везде от массы зависимость. Опять, изменение температуры, вот они изменения температуры. Опять зависит от вещества, то есть С у нас, и от массы. Здесь дальше процесс парообразования, то есть будет L, удельная теплота парообразования. И, соответственно, здесь опять идет нагревание. Все. Сгорание топлива используется для задач, где сказано, а сколько тебе надо спирта сжечь для того, чтобы нагреть воду на столько-то градусов. Давай посмотрим некоторые задачи, попробуем порешать. Если вдруг возникают какие-то вопросы, не знаешь, как решать задачу, ты можешь писать либо в комментариях видос на YouTube, либо можешь открывать Telegram, да, там есть в описании ссылка прямо на саму презу, которую я скину в телегу, и прямо там в комментариях можешь писать, задать вопросы. Если что-то непонятно теоретически, я могу голосовым все это тебе рассказать. Итак, взяли 4 килограмма льда при температуре минус 25. Какое количество теплоты понадобится, чтобы превратить лед в воду? У нас два процесса будет. У нас масса 4 килограмма. И начальная температура, то есть Т1, у нас минус 25 градусов. Думаем, какое количество теплоты понадобится, чтобы превратить лед в воду. Смотри, сначала нам надо нагреть, а потом еще и превратить в воду. То есть сначала будет нагревание, да, а потом будет плавление только. То есть нам надо нагреть до 0, да, до 0 градусов, и потом плавить. Какие у нас будут процессы? Первое, нам надо найти теплоту для нагревания. Можно это сказать отдельно, можно одним действием. Я это все сделаю в разные действия, чтобы было понятно. Чтобы найти, какое количество теплоты необходимо для нагревания. Вспоминаем формулу нагревания. То есть это что? Cm дельта T. Да, либо это Cm T2 минус T1. Это не важно. Главное, насколько ты будешь нагревать, короче. Вот насколько мы будем нагревать? Мы будем на 25, потому что нам до 0 градусов надо, правильно? Значит, на 25. То есть дельта Т это 25 градусов будет. То есть у нас еще нету С. Окей, С. Мы нагреваем что? Мы нагреваем лед. Если мы нагреваем лед, то нам и нужно С льда, то есть удельную теплоемкость льда. С льда у нас будет это С1, это у нас 200 джоулей на килограмм на градус. Окей, значит, сначала будет нагревание. Вот он у нас первый процесс. И потом, что второй, какой процесс будет? Нам же еще надо воду превратить. В воду это процесс плавления. То есть, какое нам количество теплоты надо, чтобы переплавить, да, весь этот лед. Это лямбда М. То есть у нас нет еще лямбды. Лямбда это тоже табличная величина. Смотрим, удельная теплота плавления. Значит, это у нас 3,4 на 10 в пятой степени. Джоули на килограмм. Я напоминаю, что вот эта вот пятая степень, это что значит? Это 1 и 5 нулей. То есть это 100 тысяч получается. То есть 3,4 умножить на 100 тысяч. Окей, вот это вот второй процесс плавления.
второй процесс, где нам необходимо какое-то количество теплоты. Давай сделаем отдельно, то есть на нагревание сколько нам нужно теплоты. Значит, С у нас 200, М у нас 4 и дельта Т у нас 25. Окей, 25 на 4 это как раз 100. Раз, два, три, 4. Окей, это у нас джоули. Хорошо, на нагревание мы нашли. Давай мы найдем, сколько нам нужно для плавления. То есть мы нагрели сейчас лед до 0 градусов, теперь у нас идет плавление. Это значит формула с лямбда м, да, у нас уже есть. То есть мы должны 3,4 умножить на 10 в пятой степени и умножите на 4. Ребят, кто шарит за степени, вы, пожалуйста, делайте... С учетом того, что вы шарите, кто не шарит, ребят, сейчас будем делать вместе. Я сейчас прям специально открыла калькулятор, чтобы прям как вы написать 1 и 5 нулей. Ну, так и не советую, конечно, делать. 3,4 мы умножаем на 4. Это будет, соответственно, нужно раз, два, три, 4, 5. Ненавижу с нулями считать, но придется 1 360 000. Раз, два, три. Отлично, джоулей. Теперь это же мы будем нагревать, правильно? И плавить. То есть это будет, нам надо знать, сколько нам всего нужно энергии. Поэтому мы должны сложить, то есть чтобы найти общее Q, мы должны Q нагревания сложить с Q плавлением. Кстати, я почему-то так странно делаю задачи, что у меня получается в каждом видосе сначала какая-то сложная задача, потом такие хоп, перелистываю на следующую, а там просто какой-то мем просто. Окей, значит, 1 360 раз, два, три плюс 2... Господи... 210 000. Раз, два, три. Нули специально отдельно, если что, считаю. То есть 210 плюс 1360. 1, 5, 7, 0 и 3 нуля дописали. Вот эти 3 нуля можно заменить на буковку К. То есть можно записать как 1570 килоджоулей. Кстати, там видно вообще? Да, там вроде видно. Нормально все. Окей, вот таким образом. То есть еще раз, у нас было два процесса. То есть мы нашли, сколько нам теплоты надо на один процесс и сколько энергии надо на второй процесс. Потом это все взяли и сложили. Все, чисто юзаем формулы. Окей, какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы нагреть кусок льда массой 2 килограмма от минус 10 до температуры плавления? Вот эта задача должна быть первой, но мы же как простых путей не ищем, правильно? Окей, записываем дано. Нагреть кусок льда массой 2 килограмма от 0 градусов, то есть Т1 минус 10 градусов. До температуры плавления. Т2 у нас 0 градусов, правильно, температура плавления. Сразу дельта Т как найти? Дельта Т будет равна 10, потому что нам надо нагреть на 10 градусов. Окей, С. У нас лед нагревается, то есть у нас будет 10, 200. Если что, это табличная величина, да, то есть на ОГЭ вам дают табличку, и вы смотрите, соответственно, что там С, что там лямбда и так далее. Окей, нам нужно найти количество теплоты. Записываем формулу. Значит, это что такое? Если нагревание, Cm дельта Т. И охлаждение тоже Cm дельта Т. Мы просто берем, тупо подставляем на самом деле 2, умножить на 200 и умножить на 10. Тут вообще супер просто. Да, то есть будет 4, 2 и еще 3 нуля допишем. Это будут джоули. 3 нуля можно заменить на К, то есть будет 42 килоджоуля. Ребят, очень советую со мной решать. У меня зубы просто склеены. Но если не получается что-то, да, то обязательно пишите в комментариях, да, там вопросы задайте, и все будет норм. А теперь задачки с ФИПИ. Задачки, ребята, которые могут попасться на реальном экзамене. На рисунке представим график в зависимости от температуры Т твердого тела от полученного им количества теплоты Q. Масса тела 2 кг, чем равна удельная теплоемкость вещества. Кстати, ребята, кто писал МЦК в 8 классе, вы заметили? И те же задачи. Фипишные, то есть уже ОГЭшные. Что мы делаем? Масса у нас 2 килограмма. Окей, если масса 2 килограмма, что мы берем? Мы берем какую-то конкретную точку, да, чтобы было четенько видно. У нас это одна точка. И смотрим, какое количество теплоты потребовалось, да? 300 килоджоулей. А тут вот самое интересное, смотри, а на сколько градусов мы нагрели тело? Можно было бы написать 400, но вообще-то не 400, потому что у тебя начальная была 100. То есть там же дельта Т, да, нужно. То есть у нас начальная температура была 100 градусов, а конечная температура стала 400 градусов. То есть дельта Т у нас 300 градусов. Да, все, вспоминаем формулу, что Q это Cm дельта Т. Значит, нам нужно С найти, да, то есть чтобы найти С, чтобы найти неизвестный множитель, нам надо Q разделить на m дельта Т. Вот, ребят, кто еще не умеет выражать, короче, смотрите, вот у вас есть эта исходная формула, вам нужно С, то есть вы должны разделить
другую часть равенства на то, что стоит вместе с этой искомой буквой. То есть, если вам нужно c, то вы будете делить на то, что стоит вместе с c, то есть на m и на дельту t. Окей, все, тупо подставляем. Только единственное, здесь килоджоули, то есть надо еще перевести. Это будет 300 тысяч, раз, два, три. Мы делим на 2 и делим на 300. Ну, можно посчитать на калькуляторе, я так посчитаю, это будет 1000, да, разделить на 2, это будет 500 джоулей. Смотри, мы джоули, да, делили на килограмм и делили на градусы. То есть вот градусы, вот килограммы, как раз они у нас и в единицах измерения стоят те же самые. Все, ответ, вот. Дальше. Тело массой 5 кг первоначально находилось в кристаллическом состоянии. Построен график в зависимости от температуры этого тела от полученного им количества теплоты. Считая, что потерями энергии можно пренебречь, определите удельную теплоту плавления. То есть нам нужен процесс плавления, нам нужна лямбда. Окей, опять-таки задание, кстати, МЦК. Ищем, где у нас был процесс плавления. Это какой-то, если фазовый переход, да, то это, соответственно, должна лежать прямая. Вот она у нас лежит. Что мы дальше делаем? Мы берем и смотрим, а сколько нам теплоты необходимо было здесь? Чик-чик-чик, отмеряем. От 300 до 1050. То есть нам сколько необходимо было Q? Мы должны были 1050 вычесть 300. Да, это будет 750 килоджоулей. Откуда я взяла, что это килоджоули? Вот, ребят, тут написано, если что. Хорошо. Градусы нам не нужны. Да? То есть мы вспоминаем формулу. Это лямбда m. M у нас 5 килограмм, да, 5 тоже у нас дано есть. Нам нужна лямбда. Как найти лямбду? Мы будем делить на то, что стоит вместе с этой лямбдой. То есть мы Q будем делить на m. Вот так вот. И у нас получается, что это будет... Обращай внимание, я сразу переведу. Раз, два, три, да, то есть в кило. Кило это умножить на 1000. Мы делим на 5. Можно опять на калькуляторе считать, но я как человек не особо развитый в калькуляторном деле, буду считать вручную. Значит, это будет 1, 5, 0, раз, два, 3. Надеюсь, я правильно разделила. Ну да, вроде правильно. Это значит джоули, на килограмм, мне там чуть-чуть не уместилось, но это будет джоули, короче, на килограмм, или 150 килоджоулей на килограмм. Ну, там в зависимости от того, какой ответ вам нужен. Это тоже задача из ОГЭ, кстати. Да, прямо из ФИПИ. Так, ну здесь должен быть слайд, где я должна была сделать рекламу. Типа, приходите на веб, но если нужна помощь, да, приходите на классные уроки. У нас есть вебы для 7 классов, особенно классная тема. Там всякие лавы делаем, интересности всякие рассматриваем. Почему уточки не тонут и так далее. Погнали дальше. Сейчас хлебну воды. Калориметр, содержащий 400 грамм воды при температуре 40 градусов, кладут кусок льда при температуре 0 градусов. Какая наименьшая масса льда нужна для того, чтобы температура содержимого стала равной? Итак, давай дано сначала запишем, да, а потом уже будем действовать дальше. У нас есть два вещества, лед и вода. То есть я воду обозначу индексом 1, а лед обозначу индексом 2. То есть масса 1 у нас будет 400 грамм. При температуре, это Т1, начальная температура 40 градусов. Задача, кстати, достаточно сложная. Кладут кусок льда, да, при температуре 0. То есть это будет... ну, давайте нолик вот тут вот. То есть смотри, как я обозначила, почему я так обозначила. Начальная температура, это будет 1, потому что это водичка. А 0 это как начальная, типа. Вот, то есть я просто разделила эти температуры. Можно тау, да, например, Т взять для воды, тау взять для льда. Но не суть. Главное понимать, что это вот к воде относится. Дальше. Кусок льда при какой-то температуре. Начальная температура второго вещества, она у нас будет 0 градусов. Какая наименьшая масса льда нужна для того, чтобы температура содержимого стала равна 0 градусов? Окей, то есть это Т, итоговая. Т 0 градусов. То есть мы должны какое-то такое количество льда положить, чтобы его было очень много, и чтобы у нас просто стала вода, да, при 0 градусов. Окей. Масса вторая у нас неизвестна. Давай думать, что у нас будет происходить. Значит, 400 грамм воды при температуре кладут кусок льда при температуре 0 градусов Цельсия. Какая наименьшая масса льда нужна для того, чтобы температура содержимого стала равной 0 градусов? Здесь, смотри, потерь, очевидно, нету, да, то есть мы считаем без потерь, как будто бы без потерь. Значит, здесь какая тема? Есть прикол в том, что у нас есть закон сохранения энергии, да, который мы будем чуть позже проходить. Но когда у нас нет потерь, мы что можем сказать? Что Q равно Q полученному. То есть все тепло, которое может получить тело, да, оно будет равно тому теплу, которое тело другое горячее отдает. То есть если я, например, нагреваю чайник, да, грею, то мы берем, что сколько чайник энергии воспроизвел, да, тепловой, вот вся эта энергия и пошла на нагревание воды. Далее там на процесс парообразования, неважно.
Окей, погнали дальше. Значит, смотрим. Q отданное равно Q полученному у нас получается. Q отданное равно Q полученному. Можно так. Можно вот так, смотри. То есть у нас Q отданное. Кто будет отдавать тепло? Отдает тепло самое горячее тело. То есть у нас горячая вода, она будет отдавать тепло. То есть Q отданное, оно будет чему равно? Cm дельта Т. Но вот это дельта Т это остывание, правильно у нас будет? То есть это будет Cm1, потому что вода. А дельта Т это что за дельта Т? То есть это Т минус, ой, наоборот, прости, Т1,0 минус Т итоговое. Ну, 40. Если что, дельта Т там 40 будет, потому что мы до 40 градусов же, да? У нас было 40 градусов, мы до нуля хотим охладить эту воду, то есть мы должны, дельту Т можно сразу посчитать, это будет 40. Ну, давай я отдельно напишу на всякий случай. Дельта Т это 40 градусов. Отлично. Дальше. Ну, окей, то есть у нас будет какое-то количество теплоты, можем его отдельно прямо посчитать. Ну, давай отдельно посчитаем. Ребят, кто умеет все это выводить, вы можете это все потом вывести, если что. Я просто считаю, чтобы было понятно и тем, кто по действиям решает задачи. Вообще, по действиям лучше не решать, да, потому что такой менее крутой уровень. Да, ну ничего страшного. Я думаю, мы справимся. С воды, я думаю, все уже знают, это 4200. Умножить на 0,4. Почему? Потому что я 400 грамм перевожу 0,4 килограмма перевожу. Дельта Т у нас 40. Значит, посчитаем. Давай на калькуляторе посчитаем, не будем выпендриваться здесь. 4200 умножить на 0,4 умножить на 40. У нас получилось 67 200. Окей, это джоули у нас получились. Вот смотри, вот такое количество теплоты необходимо, чтобы вода остыла. Да? То есть такое количество теплоты отдаст вода горячая при остывании до 0 градусов. Вот такое вот количество. Окей, а теперь думаем, а что вообще происходит вот с вот этим вот льдом? А он плавится. То есть это процесс плавления. Если у вас там нет такого, что вы расплавляете металл, то все равно идет плавление. То есть прям, когда у нас из твердого переход в жидкое, это плавление называется. То есть мы вспоминаем, окей, лед плавится, то есть какая там формула? Лямбда М. Вот эту вот лямбду мы уже сегодня писали, это 3,4 на 10 в пятой степени, да, джоули на килограмм. Окей, и что мы знаем? У нас есть Q, смотри, Q отданное равно Q полученному, Q отданное это вот, да, то есть оно равно Q полученному. То есть мы можем что записать? Мы можем записать, прям сразу можно подставить. Это будет, если что, второй способ я тоже покажу сейчас. Это будет что? Это будет 67,200 будет равно 3,4 на 10 в пятой и на m, да, на какую-то m2. Отлично. Чтобы найти m2, мы будем вот это вот 67 200, мне прям уже так не нравится с нулями с этим считать, на 3, 4 на 10 в пятой степени. Можно уже посчитать. Давай посчитаем. Это у нас получится килограммы, если что. 67 200 делим на 3,4 и делим на 1, 2, 3, 4, 5. Ну, примерно получается, если что. Там примерно 0, окей. Ну, норм, в принципе, норм. Вот такое количество нам нужно. Можно было бы решать вторым способом. Второй способ подходит для тех, у кого все в порядке с нутоном, кто умеет преобразовывать. То есть смотри, кодное мы считаем по этой формуле, уплавление мы считаем вот по этой, да, то есть полученное по этой формуле. И то есть мы можем что записать? Можем записать, что вот это, давай другим цветом, что вот это будет равно вот этому. Почему? Потому что вот это вот кодное равно к полученному. То есть мы можем записать, что Cm1 воды на дельта Т будет равно лямбда m2. Да, 2 это лед, соответственно. И чтобы найти m2, мы что должны сделать? Мы должны Cm1 дельта Т разделить на лямбду. И один раз подставить, посчитать. На мой взгляд, вот этот второй способ, он проще, ребят. Поэтому вот кто не шарит, я вам прям очень советую научиться выражать. И будет нам счастье. Так, давайте пока немножко отдыхаем. Перед переходом к другому, соответственно, разделу, у нас уже электричество начинается, надо вспомнить, из чего вообще у нас состоит атом. Что там вообще такое происходит? Значит, смотри, напоминаю, что у нас, ну, самое простейшее представление, у нас есть ядро, но положительно заряженное. В ядре у нас есть протоны и нейтроны. Вот, давай ровно и нарисуем. А вокруг этого ядра, ну, ровно, да, так и есть. А вокруг этого ядра у нас вращаются какие-то электрончики. По своим орбитам они вращаются, эти электрончики. Ну, вот так вот у меня получилось, почти ровненько. Допустим, вот это вот протоны. Давай еще один протон нарисуем. Протоны положительно заряженные. Положительно заряженные частицы. То есть здесь будет плюсик, плюсик, плюсик. Электроны, они вращаются вверх по оболочке, они будут отрицательно заряженные. Вот, они у нас отрицательно заряженные. А можно, да можно я переместить хочу просто.
Ну ладно, короче, будет у нас такой кривой электрон, но он на орбите, если что, находится. То есть смотри, в ядре у нас положительно заряженные, электроны у нас отрицательно заряженные. Вот смотри, в ядре у нас 3 плюса, и электронов у нас 3 минуса. Раз, два, три. Тогда у нас называется атом нейтрально заряженным. То есть количество минусов равно количеству плюсов. Если у нас появляется какой-то электрон, да, еще один минус, то у нас, соответственно, будет тогда отрицательно заряженный. Если у нас электрон один убежит, то будет 3 плюса, 2 минуса. То есть будет положительно заряженный. Смотри, какой прикол. Протоны не переходят просто так. То есть, если даже электризация происходит, какое-то трение, да, там, протоны не переходят. То есть, от того, что ты волосы расчесываешь расческой, у тебя волосы не превращаются, я не знаю, в водоросли. То есть, протон, они просто показывают, что это за вещество, количество протонов. Вот, и как бы материал-то не изменяется, то есть и количество протонов тоже не изменяется. Поэтому есть какие-то вопросы про электризацию, про просто электрический ток. У нас не изменяется количество протонов, двигаются электроны. Вот электроны могут перебегать. Причем химики знают, да, что вот я не просто так вот эти орбитали нарисовала. Погнали. Электризация. Электризация — это процесс, соответственно, перехода вот этих вот электрончиков от одного тела к другому. То есть волосы вы расчесываете, еще там что-то вы делаете. Трение какое-то происходит, да, вот материал вы потерли, иногда током бьется. Это электризация. Переход электрончиков. Электро. Кстати, ЦИЯ, да, окончание, опять-таки, ребят, для первого задания в УГ. ЦИЯ — какое-то явление, да, и электро, ну, очевидно, с электронами что-то связанное. Окей, смотрим, значит, у нас есть еще такая тема, как электроскоп, да, что такое? Это прибор, который нам нужен для измерения заряда. То есть, смотри, что у нас происходит. Электроскоп нейтрально заряженный, то есть там есть и плюсики, и минусики есть, да, соответственно, и плюсики, и минусики, все у нас есть, все у нас в порядке. Но дело в том, что материал используется проводящий, то есть по нему могут бегать электроны. И когда ты подносишь, допустим, как у нас на рисунке, положительно заряженную палочку, то что-то будет происходить. Вот смотри, частицы, если они заряжены одинаково, они будут отталкиваться. Если они имеют разный знак, то они будут притягиваться. Все. Разные притягиваются, одинаковые отталкиваются. Плюсы отталкиваются от плюсов, плюс к минусу притягивают. Все, прекрасно. Смотрим, мы подносим положительно заряженную палочку, то есть мы плюсик подносим. Что это значит? Что плюсики не двигаются, если что. Плюсики вот здесь не двигаются. Что электрончики, все какие были электрончики, они будут притягиваться к этому плюсику. То есть минусики все прибегут сюда. Да? Все минусики прибежали туда, а туда остались плюсики, они не двигались. То есть у нас получается, что вот эти вот усики будут заряжены положительно. Почему? Потому что электроны побежали к плюсику. Это знаете, как эти весной, короче, собаки вот эти вот беспризорные бегают, и как бы как самка появляется. Вот, короче, электроны — это как самцы на самку. Подносят, значит, положительно заряженную частицу, или положительно заряженную палочку, положительно заряженный там кусок чего-то там, какой-то ткани, и все, и наши самцы-электроны побежали на эту самку. А минусы — это будут самцы. То есть, если принесут самца, да, если бы у нас была палочка отрицательно заряженная, то у нас было бы, соответственно, что у нас было бы? Мы, значит, принесли самца, ну и самцы такие, типа, а нафиг нам надо, и ушли, короче, от него. Все. И у нас усики стали отрицательно заряженными. Запомнили, короче, плюсики — это самки, минусики — это самцы. Вот так вот. То есть протоны не двигаются. Запомнили? Электроны двигаются, протоны нет. В процессе трения Ашер, задание, кстати, тоже из УГ, эбонитовая палочка приобрела отрицательный заряд, как при этом изменилось количество заряженных частиц и шерсти при условии, что обмен атомами при трении не происходил. Окей. Для каждой величины соответствующий характер надо определить. Количество протонов в шерсти, да, протоны сразу пишем, не изменяется, потому что обмена никакого не происходило, ядерные реакции никакие не происходили, поэтому у нас количество протонов не изменяется. Все. Количество электронов на палочке. Смотрим. Эбонитовая палочка приобрела отрицательный заряд. Если она приобрела отрицательный заряд, то у нее стало больше электронов. То есть количество электронов увеличилось. Все, конец задания. Задание ОГЭ на 2 балла. Восьмиклассники, вы знаете, что вам сдавать на ОГЭ. Идем дальше. Есть еще такой прикол насчет деления заряда. В общем, если вы докасываетесь одним заряженным шариком до другого заряженного шарика с разными зарядами, то заряд делится пополам. Вот так вот. Такой вот прикол. То есть, если у вас есть шарик заряженный 2, да, имеющий заряд 2, и шарик, имеющий заряд там 6, 2 плюс 4, делим на 2, будет 8 разделить на 2, то есть по 4 будут заряды в итоге. Смотрим еще одно задание из УГ, здесь на 1 балл уже. Одному из 2 одинаковых металлических шариков сообщили заряд. Давай нарисуем нормальный, да, красивый, чтобы у нас были 2 шарика. Значит, сообщили заряд минус 8. Одинаковые единицы измерения, да, нанокулоны, поэтому я их не буду прописывать на самих шариках, другому минус 2. Затем шарики привели в соприкосновение. Если провели в соприкосновение, произошел обмен электрончиками. Если соприкосновения не было, если что, то никакого обмена не будет. Электроны просто так не прыгнут. Потом, значит, это было. А что у нас стало? А стало, если их привели в взаимодействие, то есть минус 2 плюс минус 8. Да, у нас получается минус 10. И мы минус 10 делим на 2, и мы получаем, соответственно, 2 шарика по минус 5.
То есть заряд разделился пополам. Потом еще смотри такой прикол. Все, кстати, все, это задание, то есть минус 5. Какой станет заряд первого шарика после стения? Все, это ответ на этот вопрос. А есть еще такие задания, когда у нас последовательно, типа, с чем-то там еще в соприкосновение приводит. То есть смотри, если, допустим, мы берем вот этот шарик и дальше с чем-то там приводим в соприкосновение с зарядом там минус 2, минус 3 давай, да? То у нас был минус 5, вот они соприкоснулись друг с другом, и у нас получилось, что стало минус 8 общий заряд, разделился, и получилось минус 4 и минус 4. Да, первый у нас не трогали. Вот, это чуть посложнее задача. Если не поняли, да, то можете написать, и мы с вами подробнее про электризацию поговорим, потому что с ней часто бывает западают. Так, при этом наблюдается явление... подносится к электроскопу положительно заряженную палочку, и там дальше продолжение. При этом наблюдается явление какое-то там. Шар со стороны поднесенной палочки приобрел избыточный какой-то заряд. Шар и стержень электроскопа являются что-то там. Свободные электроны с лепестков перешли на шар. В результате лепестки получили что-то там. И разошлись на некоторый угол. Окей, нам нужно вставить, значит, слова. Смотрим. Это тоже задание из УГ. Значит, при этом наблюдается явление. То есть, когда мы соприкоснулись, что у нас? При этом наблюдается явление электризации. Электризация трением или через влияние? Через влияние, правильно? У нас трения не было, самого трения. Шар со стороны поднесенной палочки приобрел. Итак, мы самку поднесли, да, то есть все электроны, все самцы прилетели к нашей палочке. Избыточный получается отрицательный заряд, правильно? Шар и стержень электроскопа является шар и стержень. Если у нас электроны перебежали, значит это что? Значит это проводник, очевидно. Да, то есть один у нас будет. Свободные электроны... ребят, если что, проводники, это которые проводят электрический ток, то есть под ним электроны достаточно просто бегают. Диэлектрики — это материалы, через которые не могут бегать электроны, то есть они не проводят электрический ток. Есть еще полупроводники. Полупроводники — это как раз то, что используется в микроэлектронике, и вот всякие телефоны существуют благодаря тому, что существуют полупроводники. Но это что другая тема, это вам просто для... чтобы понимали, что есть проводники, есть диэлектрики, есть полупроводники. Итак, свободные электроны с лепестков перешли на шар. В результате лепестки получили какой заряд, если электроны ушли? Положительный заряд. Правильно, где он тут? Одноименный или разноименный? Ну окей, тогда одноименный. И разошлись на некоторый угол. То есть у них все электроны ушли, на палочке одинаковые лепестки, поэтому все электрончики ушли, и у них осталось одинаковое количество плюсиков. Вот так вот, и разошлись на некоторый угол. Кстати, здесь есть даже подсказка некоторая. Со стороны поднесенный приобрел избыточный заряд, да, стержень электроскопа является чем-то там, свободные электроны перешли на шар. То есть нам уже говорят, какой будет заряд у шара. Да, то есть у нас шар приобрел какой заряд. А нам уже в следующем предложении нам уже дали ответ, какой заряд будет. То есть перешли электроны на шар. Значит, у шара будет много электронов, избыточно отрицательный заряд. Вот так вот. Теперь у нас электрические явления. Давайте сразу формулу, да, которую нам нужно. Во-первых, что такое электрический ток, что такое сила тока. Необходимо нам точно знать. Обозначается, что это сила тока. Да, это просто шрифт такой, измеряется в амперах, напряжение У в вольтах, соответственно, R электрическое сопротивление Ом, и P это мощность в ватты, ватты. Значит, сила тока, какая там формула, это отношение заряда ко времени, то есть какое количество заряда прошло через поперечное сечение проводника за единицу времени. Поперечное сечение, вот, короче, проводник еще раз, да, наш фэшн-проводник, вот это вот поперечное сечение, то есть если разрезать, то это площадь поперечное сечение проводника, и через этот проводник идет какой-то заряд. Напряжение – это отношение работы по переносу заряда, соответственно, к самому заряду. И у нас есть электрическое сопротивление. Электрическое сопротивление показывает, насколько хорошо материал сопротивляется электричеству. То есть, помните, мы говорили, проводники есть диэлектрики, проводники, которые хорошо проводят, да, электрический ток, а есть кто плохо. Вот у кого супер большое сопротивление – это диэлектрики, у них большое электрическое сопротивление. От чего зависит? От материала, да, это удельное электрическое сопротивление, вот это вот P, буковка ро, это удельное электрическое сопротивление. Не плотность зависит от материала, от длины проводника и площадь поперечного сечения. Еще раз, вот это L, длина проводника, видите, какая блестящая помада. Длина проводника вот, а вот это вот площадь поперечного сечения. То есть, насколько у тебя длинный провод, это L, S, это насколько у тебя толстый провод. А вот это вот ρ, удельное электрическое сопротивление, показывает, как от материала зависит электрическое сопротивление. Я надеюсь, понятно. L в метрах, S, вот единственная площадь поперечного сечения, мы не переводим в метры квадратные, минус в миллиметрах квадратных. Почему? Потому что у тебя провод супер маленький, он тонкий, в метрах квадратных ты бы просто задолбался, просто для удобства берутся в метры квадратные. На эту картинку прикрепила то, что думает о законе Ома нейросеть. Добрый вечер, девочки. Определите силу тока в чайнике, если напряжение будет у нас 220 и сопротивление будет 50. Здесь у нас вступает закон Ома в силу. Да, закон Ома — это что у нас такое? Вот у нас пирамидка. Я не знаю, кто пользуется вообще пирамидками, я ими не пользуюсь, например. Вот напишите, вам еще удобно, я ничего не понимаю еще по пирамидке. Значит, напряжение у нас равно сила тока умножить на сопротивление. Можно запомнить одно из видов, да, и все остальное выражать. То есть все три формулы учить не надо. Соответственно, сила тока будет равна напряжение делить на сопротивление. И чтобы найти сопротивление, мы должны напряжение разделить на силу тока. Ну, соответственно, тут самое большое — это напряжение, да, то есть мы напряжение находим как умножение.
Окей, нам нужна сила тока. Чтобы найти силу тока, мы напряжение будем делить на сопротивление. Все, здесь, значит, просто 220 будем делить на 50. Это будет 4,4, по-моему, это в амперах. Все, задача, собственно говоря, решена. Какое напряжение необходимо, чтобы по проводнику с сопротивлением 15 Ом шел ток силой 30 миллиампер. Переводим силу тока сразу. Милли это делить на 1000. То есть 30 миллиампер это будет, делим на 1000, 0,03 ампера. Напряжение. Чтобы найти напряжение, мы должны силу тока умножить на сопротивление по закону Ома. То есть напряжение будет равно 15 умножить на 0,03. Это получается, значит, 45. Два знака отделяем. 0,45 у меня получилось. Это вольты. Собственно говоря, все. То есть это простейшая, если что, задача. Задача с разными более сложными, да, соединениями. У нас есть в другом видосе, вот тут где-то будет подсказка, так что посмотрите, оцените, да, свои способности. Погнали. Чему равно электрическое сопротивление проводника? Задача из УГ, и такая же задача у нас была в МЦКО, ну, могла бы быть. Смотрим, что у нас, значит, здесь вообще за график. Это график в зависимости силы тока от напряжения. То есть по этому графику, допустим, вот эту вот точку мы берем, мы можем что найти? Мы можем найти, какое было напряжение на этом проводнике и была какая сила тока на этом проводнике. Проводник А. То есть если нам нужен проводник А, то мы берем вот эту вот прямую. Чтобы найти электрическое сопротивление, что нам надо сделать? Чтобы найти сопротивление по закону Ома. Смотрите, как мы понимаем, использовать вот эту формулу, да, L на S, или закон Ома, U делить на силу тока. Короче, что вам дано, то вы формулу используете. Вот это вот ρ на L на S у вас не площадь поперечного сечения, ни длины проводника, ни материала, у вас ничего нету. Поэтому эту формулу, очевидно, не надо использовать. Да, мы берем и используем закон Ома, что у нас U делить на R. Ой, U делить на I, на силу тока. Все. Смотрим, что нам для этого надо. Мы берем какую-то точку, отмечаем, да, вы уже заметили, что по графикам чаще всего какую-то точку берем и отмечаем. Смотрим, что у нас по напряжению в этой точке. Вот оно напряжение, 2 вольта, напряжение 2. И в этой точке у нас сила тока будет чему равна? 4 ампер. Окей, значит, мы подставляем формулу, и R будет равно 2 делить на 4. 2 делить на 4, берете калькулятор и считаете, никаких 4 делить на 2. 0,5 в Ом. Окей, и еще одна задача из УГ. При напряжении 110 на зажимах металлического провода будет сила тока 4 ампера. Чему будет равна сила тока при увеличении напряжения до 220? Я покажу простой способ. Если что, можно найти сопротивление отдельно, да, мы провод не меняли, сопротивление будет одинаковым и так далее. Но я сейчас другой способ покажу. Короче, смотрите, как R находится. Да, это напряжение делить на силу тока. Да и вообще можно даже без этой формулы считать. Мы знаем, что как-то относится напряжение и сила тока. И вот мы берем отношение напряжения к силе тока в первом случае. И делаем то же самое для второго случая. Только сила тока у нас будет x. Все, решаем пропорцию. Ну, либо можно уже и так догадаться, что, да, будет 8. То есть это будет 220 умножить на 4, делить на 110. Это и будет у нас x равно. Все. Собственно говоря, x равен 8. Можно даже не знать было, что у нас напряжение надо делить на силу тока. Главное, что мы берем отношение сила тока к напряжению, сила тока к напряжению. То есть, чтобы право было равно левому. Чтобы не было напряжения к силе тока равно силе тока к напряжению. То есть, чтобы дроби не переворачивались. Не знаем мы, что надо напряжение делить на силу тока. Да, для ребят, у которых тройка. Вообще плевать. Силу тока берем к напряжению. Это будет равно x к напряжению во втором случае. То же самое получается. Хотя формулу, да, конечно, понятное дело, что вы неправильно использовали. Плевать. Главное, чтобы соотношение правильно составили. Да, то есть, чтобы у вас было, что это сила тока, напряжение, напряжение. Диво-дивное, чудо-чудное. Одна задача из УГ на 1 балл решена. Итак, рандомный факт, который я, кстати, писала в телеге, пиво старше нашей эры. Да, есть исследование про то, что пиво старше нашей эры. Пиво больше лет, чем Иисусу Христу. Господи, простите меня за шутки такие, пожалуйста. Дальше. Соединение проводников. Про электричество у нас есть отдельный видос. Ну, будет, по-моему, я его еще не выложила, но есть уже записан. Так что имейте в виду. Уже говорю там 100 раз, да, как запомнить, где что действует. Ребят, смотрите, последовательное соединение. Мы знаем, что там сила тока постоянная. То есть сила тока будет равна силе тока 1 и будет равна силе тока 2. Это значит, что у параллельного будет наоборот. Это значит, что сила тока при параллельном будет равна сумме сил токов. То есть у последовательного было через равно, у параллельного через плюс стало. А потом мы хоп, берем и меняем. То есть у последовательного было сила тока через равно, значит напряжение будет через знак плюс. Наоборот, смотрите, как удачно получилось, да? Значит, было у параллельного была сила тока через плюс, значит напряжение будет через равно. Да? Все. И, соответственно, последовательное, это у нас, чтобы найти общее сопротивление, мы должны сложить, да, сопротивление. У параллельного для УГ у нас используется, можно просто R, да, какой-то там R1 разделить на N. Все, если одинаковые резисторы. Если они разные, то мы берем вот по этой формуле
1 делить на R1 и плюс 1 делить на R2. Короче, переворачивается. То есть то же самое, что было у последнего, только перевернулось. Не знаки перевернулись, а дроби перевернулись. Здесь надо не забывать, если что, переворачивать. То есть если вы используете вот эту формулу, то вы получаете 1 делить на R. То есть если вы получили 1 делить на R, это 1/5, значит, вы потом дроби переворачиваете и получаете 5. Давай сразу сопротивление запишем. 100, 200, 400. Соединены последовательно. Надо найти напряжение на каждом, если сила тока, это общая сила тока, будет равна 2,3. Вот смотрите, если у нас последовательное соединение, это что значит? Что сила тока общая будет равна силе тока 1, будет равна силе тока 2 и будет равна силе тока 3. Вот смотрите, какой прикол. Значит, у нас по первому резистору известна сила тока, известно сопротивление. По закону Ома мы можем найти напряжение на нем, на первом резисторе. То есть, смотрите, нельзя использовать силу тока на первом, да, резисторе и взять там сопротивление на втором и сказать, о, это напряжение на первом резисторе, это не напряжение на первом резисторе. Это напряжение будет на втором резисторе, если R2 взяли, ну, в данном случае. То есть, если мы берем, мы должны брать с одинаковыми индексами. Поэтому мы будем I1 умножать на R1. Соответственно, это будет 100 умножить на 2,3. Все, это будет 230. Ну, 230 норм. Окей. Первое напряжение мы нашли, 230. А теперь мы делаем то же самое, просто с другими резисторами. Теперь, значит, U2. Вот она, R2. Значит, мы ищем U2. Да, это I2 умножить на R2. Соответственно, U2 будет равно 200 умножить на 2,3 умножить на 200. Это будет 460. И то же самое мы делаем для U3. Опять берем I3 и R3, и мы будем 2,3. Почему 2,300? Умножить на 400. Значит, это будет 8,12, это будет 9,20 вольт. Все, мы нашли, значит, у нас получилось 460, 920. Проверьте за мной на калькуляторе, пожалуйста. Вот если мне что-то неправильно получилось, да, по цифрам, то, пожалуйста, не стесняйтесь, напишите, скажи, Ангелина, ты считаешь вообще просто? Не умно и невнимательно. 3 проводника соединены, но они по-другому соединены. Нам надо найти силу тока на каждом, если напряжение на участке 1, 2. То есть вот это напряжение у нас будет равно 440. Смотрим. Значит, здесь чуть посложнее будет. Смотри, а если у нас есть напряжение 1, 2, то мы не можем его разделить на сопротивление 1 и не можем разделить на сопротивление 2. Да, то есть мы должны что-то записать. Вот что мы будем записывать? Смотри, вот этот участок, да, 1, 2, это параллельное соединение. Мы разбираемся, давай сначала с ним. Если у нас сопротивление проводники соединены параллельно, то напряжение будет через равно. Да, то есть будет равно это U1 и равно это будет U2. Да, и то есть равно 440. Окей, теперь мы смотрим, что у нас есть. У нас есть R1 100 и есть U2 400. Давай я тут тоже 100 попишу сразу. То есть, смотри, я могу взять и найти силу тока на первом резисторе. Что я для этого беру? Я для этого беру U1, это 440, и R1. То есть сила тока 1, это будет U1 на R1. И то есть сила тока у нас получается 440 на R1, это у нас 100. 4,4. Это у нас амперы. Теперь я нахожу сразу силу тока на втором резисторе. Опять я 440 буду делить на 400. Это будет 1,1. Отлично. Теперь смотри, нам же еще надо как-то к силе тока 3 перейти. Вот участок 1,3, да, то есть вот этот участок соединен вот с этим участком последовательно. То есть в последнем соединении у нас, помнишь, эти силы тока равны. То есть сила тока вот на этом участке, это сила тока 1,2, будет равна силе тока 3. Запишем, сила тока на участке 1,2 будет равна силе тока 3. И соответственно, вспоминаем, а сила тока 1,2 чему равна? 1,2. Участок 1,2 это параллельное соединение. То есть для того, чтобы найти силу тока 1,2, нам надо сложить силу тока 1 и силу тока 2. И, соответственно, будет 5,5. И вот эта сила тока будет равна третьей силе тока на третьем резисторе. Все, то есть у нас получается это 5,5, да, это 1,1. Это 4,4. Все, у нас получается вот таким вот образом. Все, на этом конец. Значит, напоминаю, что обязательно ждите видосиков по электричеству. Они будут где-то вот здесь вот подсказки, если по тепловым явлениям. Здесь будет подсказочка, да, зайдете, перейдете, посмотрите. Это супер важно, кто особенно хочет сдавать ОГЭ по физике. 8 класс туда прям заходит в это ОГЭ. Поэтому все, ребята, поки. Надеюсь, до новых волнующих встреч.